Чернобыльском лесу царила зловещая тишина, которая с годами стала привычной. В 1986 году катастрофа разрушила не только жизнь людей, но и экосистему этого региона. Заброшенные города, пустые дома и опустевшие поля стали символом трагедии. Однако именно здесь, спустя десятилетия, ученые начали наблюдать нечто удивительное. Проект, который был начат в ноябре прошлого года, предусматривал установку 42 камер в самой запретной части Чернобыльской зоны. Основной целью исследования было изучение динамики животных, чтобы понять, как радиация влияет на жизнь дикой природы. На удивление исследователей, камеры начали фиксировать не только привычных для региона животных, но и таких представителей фауны, которые не были замечены здесь более века. Сначала ученые заметили неожиданный рост популяции кабанов. Эти животные, всегда приспособленные к жизни в лесах, казались в избыточном количестве. Следом за ними начали появляться волки, которые долгое время избегали Чернобыля, боясь радиации и отсутствия пищи. Косули и лисицы также стали все более частыми гостями в лесах. Все это говорило о том, что экосистема Чернобыля восстанавливается гораздо быстрее, чем ожидалось. Однако самым удивительным открытием стало появление редких видов, которые не только не встречались в этих местах последние десятилетия, но и вообще исчезли из Центральной и Восточной Европы. Европейская рысь– величественное и грациозное животное, которое прежде считалось исчезнувшим в этих местах, появилось в кадре камеры, с осторожностью исследуя пространство. И, наконец, бурый медведь, который когда-то обитал в Чернобыльской зоне, вернулся домой. Это было событие, которое повергло ученых в настоящий ужас и восторг одновременно. Оказавшись перед таким открытием, специалисты задумались, как возможно, что радиация, которая в других условиях уничтожала бы фауну, не влияет на этих животных так сильно, как предполагается. Ученые начали размышлять над возможностью того, что природа обладает невероятной способностью к восстановлению, если только ей не мешают. Возможно, отсутствие человека, его деятельности, загрязнения и вырубки лесов способствовало тому, что Чернобыльский лес снова стал домом для множества видов животных. Завоевание природы не прекратилось. За последние 30 лет, несмотря на катастрофу, леса Чернобыля стали своеобразным природным убежищем. Это открытие подчеркивает важность сохранения естественной среды обитания, ведь природа может восстанавливаться и адаптироваться, если ей дать такую возможность. Человек, который не вмешивается, не разоряет и не разрушает, дает шанс экосистемам вернуться к жизни. Ученые, пораженные этим феноменом, стали призывать к дальнейшему изучению этого региона. Они понимали, что если дать природе шанс, то она восстановит себя, даже в самых экстремальных условиях. Возможно, Чернобыль, несмотря на все свои темные страницы истории, станет символом не только трагедии, но и возрождения, напоминанием о том, что природа всегда найдет способ адаптироваться и выжить. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.